А после исчезла банница. Здравствуй, мой дорогой зритель. Рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы продолжаем, собственно, изучать чудесную игру «Черная книга». Освободили мы в прошлой серии вот эту вот барышню от проклятия, от, собственно, уз этой обдерихи. И двигаемся дальше, двигаемся туда, где, наверное, мы сможем, наконец, нашу новую печать-то открыть. И вот я здесь. Ишь, чё? Ну, Колян, вот свезло тебе, так свезло. Ну, вообще, да. Вообще, тут она как бы выглядит посимпатичнее, чем в первую встречу. Якую девку ухватил, красивушую. Баска. Что такое баска? Ну, дед Егор, чё ты прямо? А? Ну, не такая уж красивая, блядь. Да не боись, я не глазливый. А что теперь делать-то? Даже не знаю. Ну, все, блядь, Что, свадьба. Коля, слово-то собираешься держать? Так, конечно. Я все по чину сделал. А печать-то не пропала, кстати, смотри, пиздец. Сватов-то куда отправить? Помнила я, из какой деревни банница меня подменила. Ага. А, я думал, что к баннице обратно сейчас сосвататься пойдем. Как спасли вы меня, так все вспомнила. Я сама из Пакчи. Ага. Там и родные мои до сих пор живут. Ты, блядь, там только родилась, слышишь, что ты все 18 лет жила в аду. Как ты, блядь, вспомнила? Туда со сватами и приходи. А мне надо заранее с Василисой туда наведаться. Ага, Там-то нечисть осиновую и найдешь. ага, хорошо. Ну, давай Помнишь, я поговорим. просила у Абдерихи про осинового черта разузнать? На осинового черта банница-то меня и подменила. Ага. Живет сейчас такой черт с моими родными. О, все, ништяк. Вот им печати потрем. С батюшкой да с матушкой. Вот туда мы и отправимся. Отлично. Такой-то осиновый черт мне и нужен. Справедливо. Хорошо. Я дорогу-то по сей день помню. Так как, блядь, как ты дорогу помнишь, если ты в бане родилась и тебя сразу подменили? Как, блядь, что, почему? Кто-нибудь объяснит мне? Объясните, пожалуйста, в комментариях напишите. Я нихуя не понимаю. Обдериха. Банница сгинула. Вряд ли за тобой придет. Ну, как бы, да, пизды мои знатные всыпали. Так просто от обдерихи не избавиться. Да и ты чё, Она еще скоро раз возродится пизды во дам. мраке. Нет смерти на нее. Да и я не полностью в мире людей. Че это? Пока я не обвенчана, может банница меня обратно к себе забрать. Ну ладно. Ну, сейчас обвенчаем. Как ты Чё жила у чё банницы бубнить-то? 18 лет-то? Че бубнить-то? Обвенчаем, все нормально будет. А ничего, жила. Ну, ничего, жила, чисто. Нормально. Где натоплена баня, туда и мы с ней. Ага. Она вроде как умалишенной стала. Ну, я заметил, да, ебанулась чуть бабка, Много да. ей лет тоже. Научила меня уму, разуму. Ну, как бы деменция, проблема всех старых. Научила многому. Чему? Тоже я в некоторых вещах-то знаткой стала. А ну, отвечай, чему? Не ответила. Когда ну, собираться чё, будем? в путь. В путь, получается. Так, друг мой, у нас тут один посетитель. Пойдем с чертями разберемся. Значит, у нас вот этот братишка закончил. О, грешница я. Ну и ладно. И вот этот братишка тоже... Чё, бля, вот этот братишка тоже закончил. Так, ну и вас мы отправляем. Ты у нас раздор и пожар, да? Давайте поищем для вас раздор и пожар. Вот тебя сюда. Пожар, пожар. Голод, голод, бедствие. Бедствие, ага. Ослепить. О, смотри, ну как бы, это как бы не подходит тебе по классу, зато подходит тебе по, так сказать, твоей духовной направленности. Отлично. Карта. Ладно, потом посмотрим, что это у нас такое. Венок обдерихи. Опа, что делает? Получите +3 порча в начале сражения, +1 к словам с уроном. Наносит 3, ага.
Вот я помню, что получите плюс 3 порчи, значит, что я по ебалу буду получать. Мне не нравится такой исход. Мы уже поиграли с черепом кошачьим. Так, былинка про банника. Почитаешь на паузе. А что тут у нас дальше идет? Дальше у нас уровень. Мы чуть-чуть недополучили. Ладно. В книгу давай заглянем. Лишнего у нас вроде бы тут ничего нету. Вроде ничего нету. Ну и ладно. Колясик, давай поговорим. Будто приснилось все. Ну, Тоже я себя так чувствовала, когда в первый раз в мире тонком побывала. И я себя чувствую, словно всю жизнь спала. ты, блядь, что лезешь? С мужиком твоим говорим. Да ебалась. Слышала я, что подмененные много чего от окаянного узнают. Там, да, там. Это правда. Учила меня банница. Чему учила? А чтоб запоминали лучше, угольями погоняла. Ага. Ну ничего. Зато много чего знаю. Ну, зато хорошо запомнилось, так сказать. Как колдунья? Ну, может, и не как колдунья. Куда мне до вас? Но кое-что в головенке-то есть. Про травы, талисманы, да чудо. Да чё-то, вот это вот мне дико нравится, вот это да чё-то, да чё-то, да чё-то. Блин, звучит охуенно. Почему мы в современном мире вот это вот не употребляем? Классно же звучит, блядь. Да чё-то, там, ну да, да чё-то. Может, и тебе что пригодится из знаний моих. Ну, ты расскажешь что-нибудь потом, может быть, С когда-нибудь. тобой-то еще дети другие росли? Ага, Росли. Да не все выросли. ага, чё это? Тех невест, что вы видели, обдериха из углей состряпала. Ага. А бывали и другие. Коли роженица в бане проклянет дитя свое или не напросится кто, так банница тут же пыталась к себе заманить. В руках своих вечно угли крутила в форме коников да петушков. Ага. Это чтоб дитё к ней подошло, а она его тут же изгробастала. Ага. Ну, то есть, короче, легко вас развести, лохов. Где другие-то дети сейчас? Где они, Да то а? и оно, что не все доживают. Кого черти удавят, кто от тоски помрет. Все ясно. И друзья у меня были. Ага. Ну, так сказать, земля ему угольками. Хорошо в человеческой избе-то оказаться. А что это? Я все так себе представляла. Здесь мир другой совсем. Здесь мир другой совсем. Там ништя одна, мрак, а тут жизнь. Что-то так? Не озвучилось. Будешь скоро. После поговорим. Все. Путь скоро, после поговорим. Давай так, больше у нас никто ничего. Давай зайдем в энциклопедию сразу я тебе покажу. Изба как космос. А? Нихуя себе. Вот, почитаешь про космос. Собственно, Гагарин хуйни не скажет. Просители. Ёбаный. Здравствуй, колдунья. По уезду говорят, что сильная знатка объявилась. Да Это- вот пришел. А, это не тот самый, да? Хлеб черству принес. Уж что было. Ну, хоть что-то. Нас еретница на кладбище стращает. Сладу нет. Умерла, а чертей не передала. Ну и сама понимаешь. Негодяйка, я считаю, это женщина. Как бы кто так делает? Черти, без присмотра, они же тоже живые, им тоже нужно, чтобы кто-то за ними ухаживал. Хорошо. Загляну, если... А что? Что с диалогами? Почему не обрываются? Почему не озвучивают? Что за приколы? Я сломал игру? Опять? Фу, можем прошку взять. Фу, смотри. Так, кладбище там нужно посетить. Это нам где? Это вот там. Основное задание нечисть подменыша. Ага. А прошка щит дает. Ну, бля, давай будем честными. Нахуя нам вот эти сглазы и прочее, если можем взять коляська, да как бы щита на 10 бьет, а тут щит 5. А тут сглаз, да? Сглаз же? Сглаз 4 вообще. С другой стороны, а может быть, ну то есть нам нужно их как бы с собой на пару заданий-то взять, чтобы потом их задания взять. Да?
Ну, вот это уникальное задание, как у Колясика появилось бы, да? Давай Прошку с собой возьмем. Я думаю... Не хочу деда Егора, бля, у него самая вообще бесполезная способность. Прошку берем, идем к книжнику. В путь дорогу. Может... Мороз пробегает по вашей коже. Признак присутствия нечистой силы. Вы оглядываетесь вокруг. Компанию вам составляет только гудящая тишина. Внезапно из мрака делает шаг незамеченная вами фигура. Это книжник, торговец заговорами. Ну, здравствуй. Меня найдешь ты, дева. Знание и разумение твоей книги и всякой мудрости. Седобородый, блядь. Что он фусруда, я нахуй через опушку улетела. Ну, давай посмотрим, что тут у тебя заговор. У него нового ничего нету. Старое мне не нужно. Дополнительные карты тоже. Как бы давайте не будем к нему-то идти, собственно, да. Абачкинская роща, собственно. Густой лес раскинулся у Абачкинской заводи. Называется он так же, как и роща у Пентега. Интересно, почему? Непонятно. Может, Пентек просто по ту сторону заводи, нет? Ну, нет, так нет. Из леса доносятся Не громкие ответят. крики младенца. О, Блазнит ли это нечистая сила или в чаще действительно какой-то ребенок, сказать невозможно. ну пойдем посмотрим. Вы обнаруживаете беззащитного младенца, лежащего в раздвоенном дереве между стволами. На ветвях лежат подношения лешему. Похоже, крестьяне оставили своего ребенка в надежде, что он излечится от стени. Как правило, они оставляют дитя на несколько дней. Зная, что леший не поможет, а у ребенка мало шансов пережить даже эту ночь, вы начинаете думать, что делать. Можно и забрать подношение и отнести ребенка. Я считаю, что так нужно и сделать. Вы приносите младенца в ближайшую деревню и забираете дары лешего. О, а я откуда бес новый? Макарка был суседкой. Это этот пиздюк, что ли? А за что мне плюс 3-то греха? Я же ребенка-то отдал. Нет, там грех на грех, все бы обнулилось. Вам везет, вы Ну, находите ладно. его родителей, объясняете, чем опасно такое лечение, и наказываете прийти за советом и травами. Родители испугались. Кажется, они усвоили урок. Ебать, но если учитать то, что рядом со мной сидел демонический кот, то как бы, блядь, я бы тоже обосрался. Цыганка с демоническим котом. Слушай, вот что. Ага, кстати. А я могу его отсюда отправить? А хуй там плавал, да? Ну ладно. Не могу прям вообще никак. Это он меня мучить будет, пидорюга, да, наверное? Надеюсь, нет. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что не будет. Урон на словах. Что тут? Защиту на словах. Колдовские умения, позволяющие заменить одну карту на козырную. Ну, это вот в дурака не хочу я, значит, получается. У нас тут ценники используемых предметов. На одном ходу крестьяне приносят больше деньгов. Дополнительные слова с приказом каждый ход в вашу руку. А вот это давайте прокачаем. Вот это вот давайте и прокачаем, пожалуй. А потом вот это. А потом вот это, и все будет хорошо. У нас будет больший пул в руке. Больший пул в руке, это круче. Так, что у нас тут? Ключ студеный. Ключ студеный. Возле этого ключа живет известная в округе знахарка-травница. Ну, пойдем, зайдем. О, соты надо купить у нее. Соты вот там вот у нее и купим. Кажется, знахарка ожидала вашего появления. Не иначе, как у своих чертей наворожила. Вся изба колдуньи увешана ароматными сушеными растениями. Похоже, здесь вам удастся купить полезные травы. Ну, давай. Вижу, что ты девка-то непростая. Тогда и товар тебе покажу добрый. Вот, выбирай. Да. Сейчас выберем что-нибудь купить. А ну-ка. А у нее нету. А у нее сотов-то и нету.
А сотов-то у нее и нету. Яд. 1 Василиса. Каждое прочитанное слово, кроме жестов, наносит вам 1. А, типа, в смысле, яд 1 Василиса. То есть я сожру гусеницу, которая меня отравит, блядь, да? Ну и зачем мне это? Я же не долбоёб. Снимает 1. О, кстати, вот. А, ну у меня есть. А, ну в целом-то все есть. А соты, которые я хотел купить, нету. Ну, как бы и нахуй оно мне не надо вроде бы. Давай возьмем парочку чертополохов. Вот так вот. И пойдем отсюда. Вдруг, ну там, в случае чего, кого добить, да, там туда-сюда сделать. Пойдем дальше, в следующую. Ай, не прочитали, куда идем? Среди ветвей вы замечаете так, знакомый знаем. силуэт деревянной церкви. Опа. Вы решили зайти внутрь и немного отдохнуть от тяжелой дороги. Подойдя ближе, вы понимаете, что церковь уже давно заброшена. В стенах видны разломы, черные, как глазницы мертвеца, а окна заколочены. Ой, это не та ли церковь? Нет, там вот тут вот вместо дерева был этот колодец. Не та, другая. Любопытство берет верх, и вы толкаете дверь, заросшую мхом. Проходит мгновение, прежде чем ваши глаза привыкают к мраку. Ну-ка. Старое здание наполнено торжественной тишиной. Кажется, в этом месте осталась сила прошлых служений. Вы осматриваетесь и вскоре находите забытый кем-то кошелек с золотыми рублями. Вы забираете кошелек и собираетесь продолжить путь. Вот почему, если я пизжу подношения, да, то мне за это грехи навешивают. А вот украл из церкви? Нет, не грех. Что за хуйня? Не понял. Не понял. Выселок. Небольшая деревня возле Пакчи. Я как-то слышала, что покойники ходили прямо по ее улицам среди ночи. Чего только не бывает. Ну, да, видимо, что-то бывает. Пойдем посмотрим, что там бывает у них, блядь. Вы вдыхаете Ну нахуй такие прохладный приколы, воздух. конечно. Ночная тишина окутывает вас черным покрывалом. Вы оглядываетесь. Вокруг только замерзшие в ожидании рассвета деревенские усадьбы. На окраине вы замечаете кривую тень заброшенной избы. Ну, пойдем. Внутри вы видите покосившуюся дверь в голбец, а за ней чернильный погреб. Вы заглядываете в него. Подполье давно завалило землей и досками. Эх. Ну и все, и уходим, получается, да? Проросшие бани мы видим, значит, получается. Слышали песни, видать, вечерка какая устроена. Пойдем послушаем песню, да? Ты же любишь песни, я тоже люблю песни. Вот послушаем песни. Вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен. Возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посиденок. Быть может, стоит остановиться и немного послушать? Посиденок. Ага. Посиденок — это то же самое, что вечерненько. Вечерние посиделки молодежи, собственно, мы с тобой это читали. Вот и как бы и хрен бы с ним. Давай Вы приблизимся. садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне. Так, ну как бы. Ебать, тут даже слова в этой песне есть, поэтому тут грех не въебать погромче. Виноград зеленый по горнице ходит, а клобук не ломает. Розан мой, розан, виноград зеленый, клобук не ломает, а чулок не марает. Розан мой, розан, виноград зеленый, по синичкам ходит, а синички те зыблют. Ой. Розан мой, розан, Так, ладно, пойдем отсюда. по конюшне ходит, да усты выбирает. Розан мой, розан, Послушали, так сказать, и хватит, пойдемте дальше. Че вот это вот тут вот? Рассиживаться, дел у нас там много с вами. Чердынский тракт. Большая дорога ведет от Вильгарта до Чердыни, а там дальше и в другие города, и в Пермь даже. Ну, пойдем. Фоновая музычка. Ночные тракты А, не Пермской будет. губернии далеко не самое безопасное место даже для обыкновенных людей. В этот раз дорогу вам пересекает не нечистая сила,
а обыкновенные разбойники. А ну-ка, Прошка, помощь. Прошка подходит к разбойникам и невзначай просит закурить человеческим голосом. Бандиты в ужасе скрываются в лесной чаще. Ебать, что, прикинь, тебе кот подходит такой, закурить есть, блядь. Я бы тоже охуел. Справедливо. Так, кстати, что у нас тут? Песня «Да кто в селе хороший», собственно, называется, да? Вдруг захочешь послушать, послушаешь. «Голбец подпол», собственно, вот, статья. Тоже почитаешь на паузе. А где карта? Вот карта. А вот и карта. А вот, собственно, и карта. Вот тут у нас дополнительное задание, да, ну, пойдем сюда. Кладбище деревни Заболотной. Собственно, кладбище старинное, уже мы пользоваться перестали. Говорят, хоронили тут еще в незапамятные времена. Значит, место сильное, может, какой предмет полезно удастся найти. Ну, пойдем, поищем предмет. А почему бы и нет? Вы выходите на залитое лунным светом старое кладбище. Покосившиеся деревянные надгробия стоят во мраке, словно застывший полк солдат, вперевшие в вас свои пустые глаза. Вы вспоминаете, что на этом кладбище похоронили бабку Маньку, которая была известной в округе колдуньей и котницей. Ага. О, не зря Прошку взяли, он шарит за эти штуки. Колдуньи и котницы. Колдуны, которые насылают и коток, особых чертей. Ну, может, да. Давай осмотримся, Вы осматриваете притихшее кладбище и чувствуете это озноб. ебала, Верный посмотри. признак присутствия нечистой силы. Одна из могил раскопана, словно здесь побывал зверь. Давай осмотрим Вы могилу. подходите ближе и, споткнувшись, облокачиваетесь на крест. Вам становится ясно, что старая икотница посадила своих чертей в надгробие. Ага. Все ясно. Нихуя вы красивые. Конечно, да что вы, блядь, это вот тут устроили? Так, ну по 4 каждому, как бы, да, вкинулись. Давай просто тебе раз, тебе 2. Ну и все, и вы там и это. Ну давай Прошкину способность еще используем, вдруг она там нам что-то даст когда-нибудь. 5. По 3. По ебалу 1, по ебалу 2. Ну вот, собственно, и поговорили. Так, давай Руда, чтобы мы ее... Так, вот, кстати, я хотел посмотреть в настройках. Давай сразу мы кинем Руду. А в настройках можно ли, блядь, сделать так, чтобы новые карты не добавлялись в колоду? Давай вместе с тобой глянем настройки. Игра. Так, что-то расширенные баллы, новые слова в хранилище, минуя колоду. Нихуя себе, вот это вот оно. А что тут еще? Определение геймпада, карты. Дурака Уля. Кстати, удобно, наверное, будет. Ну, вот так вот и поставим. Вот так вот и хорошо. Вот, все прекрасно. Мы с собой только что избавились от лишнего дрочева. А что мы получили по итогу-то за вот это вот? Нихуя, я правильно понимаю? Ну, карту получили. Как же хочется его отправить. Я очень переживаю, что я приду, и он меня помучает. Не хочу, чтобы он меня мучал. Село Пакча, собственно, да? Оказывается, невеста была из Пакчинского села. Видимо, похитила ее Абдериха со старых бань, что на реке стоят. Она, видимо, путешествовать может еще же. Да? Ну да, нам же сказали, что дурак, что ли, не услышал, а? Наконец, вы добираетесь до родной деревни подмененной невесты. Ой-ой-ой. Немногочисленные избы ютятся среди мрачных елей. Вы чувствуете присутствие нечистой силы, да и черная книга, кажется, дрожит в нетерпении. Ну, найдем. Вскоре вы находите избу, рядом с которой нечисть ощущается сильнее всего. Приблизившись, вы слышите ее пронзительные крики, доносящиеся изнутри. Невеста кусает губы и переминается с ноги на ногу. Вы вздыхаете. Первый шаг предстоит сделать вам. Ну, справедливо, пойдем, мы первый шаг. А тут по ночам шастать. Агафья Филипповна. Уля, какая бабка. И так ляля Травница. уснуть не может. Чё за девки? Чё надо-то? Ща узнаешь. Ребенок твой нежить. Сейчас сама увидишь. В люльке лежит подменыш Абдерихи, обернувшийся младенцем.
Как заставить его принять настоящий облик? Так, кинуть через порог бросить. На прогиб, блядь, нечисть кинем. Не, бабка не даст на прогиб кинуть его. Собственно, тогда остается прочесть молитву или использовать разрыв траву. Давай посмотрим, что тут подменыши. Банная нечисть может заменить ребенка на сеное полено, если неправильно вести себя в бане или послать ребенка к черту. Такие бесы, сука. Поленья, в точности как дети, но не вырастают. Раскрыть первого подобного существа можно, кинув его через порог или через плечо. Вы поднимаете На прогиб, младенца блядь. и быстрым движением швыряете его через плечо. Бабка в ахуе. Ой, царство Иисусово, что ты творишь-то, векшица? Смотри, кого ростишь. На месте рыдающего младенца оказывается деревянное полено. А вот и полено, собственно, которым надо печать. Я говорил, что я знал это с первых секунд просто, что поленом надо потереть В печать. сторону! На печи спрячьтесь! Только мать с дочкой успевают спрятаться, как осиновое полено нападает. Блять. Ладно. Энд. Говорил. Энд, блять. Энд. Да. Я шарю просто. Что ты делаешь? Призывает другую нечисть. Деревянный. Скрывает все статусы вечный, неснимаемый. Ну и хуй с тобой. Хуй с тобой, Господь с тобой, так сказать. Собственно, мы тебе килу, наву, мы... подожди. Мы благословимся, блядь. Вот это вот так вот закинем. Ну и что, замочек? Давай просто по поболя урона нанесем. Или замочек. На будущее. На будущее хочется, конечно, и замочек. Давай, пусть защитит нас прошкой, не знаю зачем, но пусть защитит. Не, давай замочек. Замочек, пока замочек, смотри. Не. Падалюка, получай. Подожди, но он же скрывает эти статусы, но, собственно, ничто нам не мешает их с него снять. Я ведь правильно понимаю. Вот и все, как бы. Нихуя себе. Ты чё удумал, блядь? Не, ну, типа, в принципе, наверное, как бы, блядь... В принципе, наверное, это как бы, блядь, и ладно. Мы, наверное, что-то тут и сможем придумать прикольного, да? Смотри, на 7 мы защитимся. Давай, давай, короче, что-нибудь еще. Восстанавливает 4 в начале хода. Ну вот, собственно, давай. Можем регенерацию, конечно, сожрать. Снимает статус яд порча. Увеличивает количество... смотри. Вот и все. Вот и порешали вопросец. Я думаю, этого нам хватит. Куда ты? Он сместил. Ля ты, Педро. Эти не настоящие. Все ясно. Нихуя себе. Вот это, блядь, да. Неожиданный поворот, на самом деле, к слову-то. Очень. Но мы знаем зато теперь, что это настоящая падла. Раз, собственно, 2 кило тебе в бебру за сундук и сундук мертвеца, там, да, там что-то. Йо-хо-хо и бутылка рома. Так, давай бабушку Серафимушку туда поставим, сюда поставим вот этого. Ну и тут давай чутка, может, полечимся. Или урон увеличим. Давай урон увеличим. По-моему, он и так скопытнется. 22? Нихуя себе. Неожиданно получилось, собственно. Жест возьмем, давай. 1500 опыта, неплохо. Невеста объясняет своей матери, кто она такая. Они обнимают друг друга. Остается только догадываться, что могут чувствовать люди, потерявшие 18 лет.
Тем временем осиновая полена верстают. превращается в черный дым и влетает в черную книгу. У вас внезапно закружилась голова, и все вокруг исчезает во всполохах пламени, погружаясь во мрак. Ага. Все еще... черт. Побазарим, молодой. Да что ты тут вот это своего кальмарчика огненного пустила? Впечатляет. Всего неделя, и вот ты снова здесь. Я могу всего за неделю тебе ебало разбить, понял, сука? Осталось открыть печать. Ладно. Ведь я Всё, давай говорил, что открываем. не ошибся в тебе. Энтом открыли печать. Так, что тут? Давай, там. Следующая Что мне печать. теперь-то делать? Где следующую нечисть искать? Скажи, а? Разве ты не справишься Да, сама? блин, нахуя вот эти загадки? Чё, дурак? Ну скажи просто, где и все. У других на открытие печати уходили годы, десятилетия. То есть кто-то открывал. Следующая печать, как ты знаешь, водяная. Ля пиздобол, слышишь? А ну водяным помазать надо. Ну уж водяного найти будет несложно. В ваших-то краях. На крайняк русалку. Да, другие владельцы Кто до книги. меня печати-то открывал? А ты говорил, что никто до этого не открывал. Пидорас. Великие люди, которые стали еще сильнее, когда прочли книгу до конца. Ах ты пиздоболина, ты рогатая. Помнишь, он же говорил, что никто не открывал ни на земле, ни на небе, ни в мире людей там. Черная книга исполняет желание. Можно загадать любое. Подумай, какое будет у тебя. Она-то уже подумала, а ты явно хочешь ее соблазнить в обраточку. Что с поленом тем стало? Почему его в книгу затянуло? А? Ты же не думала, что желания сбываются просто так. Ну, жертву надо, да. Пламени необходимо топливо. Справедливо. Некоторая нечисть исчезает, поглощенная книгой. Другая обладает силой, достаточной для открытия печати. Так, ладно. Пасы. Почему печати пасами-то закрыты? Ее пермяки, что ли, написали? А? Конечно, нет. Книга меняет форму. Думаю, она проверяла вас. Ну ладно. Но что для такой колдуньи парочка чудских символов? Пустяк. Справедливо. Кто ты такой? И почему меня в эту дыру тянешь? Да ну, блядь. Уж не скормите ли мне и тебя черной книги? В прошлый раз-то порешали. Мне кажется, что его, не знаю, очком с последнюю печать открыть И придется. потерять такого ценного помощника. Где ты мне помог, слышь, хуйлыга? Ты там сказал, что нарекаю тебя колдуней, хуё моё, но я-то и без тебя нормально справляюсь. Все твои заговоры. Я тебе помогаю. Ладно, Иначе поверю на они слово. не были бы такими сильными. Да, расскажи. Свой час ты все узнаешь. Конечно, блядь, расскажи. Пора и мне были на свет такими белый сильными, ага. И это все, что ты хотела у меня спросить. Хорошо, я отпускаю тебя. Встретимся, когда откроешь водяную печать. Получил. Но на твоем месте я бы подумал, о чем при следующей встрече говорить с таким ценным помощником, как я. Да ладно, подумай. Че ты такой бесяй? Он мне не нравится. А, ты видел, там рыба ела людей, гигащука жрала людей. Людь. Глава 2. А, мы прошли, получается, первую главу. Первую главу прошли с тобой, друг мой. А, утречка, пора идти, спать, нахуй, улечься. Наконец-то всю ночь шаблалась где-то. Вася! Василиса! Вот, Вася, собственно, очнется в следующей серии.
А мы с тобой на этом на сегодня прощаемся. Ты пока что иди в комментарии, там напиши что-нибудь вот это вот все, потом лайк поставь, подпишись на канал, если не подписан. С тобой был Гример, увидимся в следующих сериях.